Всем доброго дня! И сегодня мы решили поговорить с первым космонавтом нашей Родины Юрием Алексеевичем Гагариным. Илья. Мгм. Итак, фотографию ты его видел. Найди, пожалуйста, в информационном поле Земли Юрия Алексеевича Гагарина 9 марта 1934 года рождения. Да, он тут Проведи, пожалуйста, идентификацию. не меняется. Переместись, пожалуйста, в свою комнату диагностики. Мгм. Да, Здравствуйте, Юрий Алексеевич. здрасте. Можно с вами пообщаться? Можно. Можно, конечно. Юрий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про космическую программу, в которой вы участвовали. Он тут из своей сумки достал тетрадку. Говорит, вот он конспект. Всего. Это конспект всего, что это. Ну, тут видно по нему, что его вообще очень много уже расспрашивали. Не мы первые, да? Да. И все тут. Тетрадка такая. Листов 50 штук. То есть 100 страниц. Ну, тут, значит, оглавление 10 глав примерно, да, 10. Вступление есть. Первое это предыстория. Второе, как меня взяли туда. Третье, как докатилось до такого, что чтобы именно его отправили. Четвертое это вторая часть, как бы третьей главы тут. Пятый день, когда меня отправляли. Шестое ощущение в космосе. Седьмое тут почему-то я вижу как-то после смерти. Вот, восьмое комментарии этих друзей и реакция правительства на это. Вот. Девятое заключение, десятое напутствие. Вот. Напутствие, получается, людям. Да. Из этого всего опыта, который в этой книжке описан. Пусть расскажет свои вот ощущения в космосе. То есть какой там 6 глава? Ага. Он говорит, что он вообще даже не надеялся, что он вернется. Там
эти турбуленции. Ну, конечно, надеялся, но он как бы уже, чтобы не волноваться, принял как факт, что он может не вернуться. Вот, и там вот эти всякие турбуленции. Страшнее всего вылетать и возвращаться. Когда смотришь на Землю, это просто этот столбенеешь в изумлении. От красоты? Да, какой мир на самом деле чудесный. Юрий Алексеевич, а наша Земля, она шарообразная, круглая или какой вид имеет с космоса, вот, когда вы были в полете? Ну, когда вылетел, говорит, то ну, он прям не видел весь шар, но видно было довольно серьезное закругление. Так что я для себя убедился, что как минимум Земля округлая. Ну а полет у вас проходил в штатном режиме? Или какие-то проблемы были? Да, там были какие-то пару незначительных. Я, конечно, волноваться стал, но он говорит как-то, что он стрессоустойчивый человек, поэтому он не растерялся. Там какие-то провода оторвались. Какой-то кислород, что ли, и еще с электричеством. Но он там быстро их починил. А при возвращении все нормально было? Хотел сказать, пойдет. А спросил он, когда вот его уход был с планеты Земля, это было по программе его души? Да, все по плану. Так должно быть, да? Да, бессознательно так решила. Развернуть события. То есть, получается, в той трагедии, которая произошла тогда, в тот момент, когда вы погибли с Серегиным, в этой ситуации никто не виноват. Так должно быть. Да, бессознательно так решила. А что он бы передал землянам? Хотел бы что-нибудь передать жителям Земли? Что-то про ступайте вперед. Куда-то. Что-то ступайте вперед. Но само человечество как скоро будет летать в космос на другом виде топлива? Мне этого не знать. Нет информации, да? Да. Но я сам могу даже сказать, что уже летает, но это плюс-минус секретно.
Поблагодари его. Попрощайся.